Всем привет! Сегодня у нас расклады на отношения, ваши любименькие. По вчерашним раскладам напомню, что вышли вчера расклады. Хотел снять закрытые, но они мне не очень понравились, поэтому они открытыми стали. И все-таки я сделал вывод, что буду переходить на закрытые расклады, которые сложные, потому что обратной связи нет. Будем снимать то, что вам нравится. И сегодня его решение по поводу ваших отношений. Давайте в долгий ящик откладывать не будем, начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Императрица. Туз жезлов. Семерка кубков. Королева пентаклей. Рыцарь пентаклей. Так, тут и так все понятно, и все написано. Итак, смотри, первая карта, она сигнификация, да, чтобы ты поняла, это для тебя расклад или нет. И у нас вопрос первый, что сейчас между вами? У вас очень все хорошо, очень тепло по императрице. Вы давно уже поняли, что вы друг другу не просто друзья-приятели, да, а люди, которые могут создать вместе семью, да, там, завести детей. И ты замечаешь, что когда вы вот видитесь, то атмосфера вот почти домашняя. Это если вы вместе не живете. Хочется сварить ему борща, подложить подушку. И он, конечно же, проявляет заботу к тебе, иногда, да, по-мужски. И это все выглядит, как будто вы уже семья. Но вместе с этим есть, да, некая вот такая рябь бытовая. То ли ощущение, что вы так и не обсудили что-то официально, да, там, кто вы друг другу, например. То ли понимание, что вот хотелось бы больше конкретики. Вроде все мило, да, с огоньком, но вот без четкого статуса. И ты иногда задумываешься, куда же это все движется? Просто, пришел в гости или просто живете вместе без печати паспорта, в паспорте, да, то тебе хочется знать, будет ли продолжение этого банкета в серьезном ключе. Или так и останется на уровне, нам и так неплохо. Поэтому сейчас между вами вот сплетение нежности и небольшого такого замирания на месте, я бы сказал. Когда вот каждый ждет, что другой скажет что-то более ясное. Почему я так трактовал? Потому что ты же пришла на расклад, где все идеально и так далее, мы расклады не рассматриваем. Это бессмысленно. Туз жезлов. Какая дилемма крутится в его голове, когда он думает о будущем с тобой? Смотри, он прям вот даже говорить не нужно. С одной стороны, у него прям пожар страсти, да, и импульс там «хочу все и сразу», а с другой стороны, он немножко сомневается, не слишком ли быстро все идет. И в его голове звучит такая мысль, что, надо сразу рвануть, да, и сказать, что хочу в ЗАГС, грубо говоря. Но потом он осекается и думает, а не сгорят ли наши отношения там за пару месяцев. То есть, знаешь, он пытается понять, стоит ли давать вот полный ход своим чувствам или лучше сначала, как говорится, перебдеть. Перебдеть, да, что вы там совместимы, что у вас это все, не мимолетно. И, соответственно, он видит в тебе вот искру. И он сам чувствует мощный приток эмоций, когда рядом вы. Но, знаешь, вот дилемма она в том, готов ли он прямо сейчас рисковать, делать вот эти серьезные шаги.
Он хочет, но немножко сомневается. Он боится, что вот это пламя между вами, оно иссякнет. Какой страх или старая боль заставляют его тормозить с решением? Ну, потому что он уже был в такой ситуации по семерке кубков. Когда вот все казалось прекрасным, да, а потом, как сказать, планов было больше, чем в реальности, вот так скажем. То есть у него был опыт, где много фантазировали про вот это совместное будущее, но в итоге все рассыпалось, и он остался у разбитого корыта. И теперь ему страшно повторить вот эту картину. Понимаешь? Он боится, что вдруг он сейчас попадет опять в эту ловушку иллюзий. Он боится, что вы оба там, как сказать, напланируете воздушных замков, а потом окажется, что реальной почвы под ногами-то и нет. Из-за этого он старается вот не делать поспешных заявлений, не озвучивать вот эти вот громкогласные обещания. Он хочет все серьезно, ты в этом не сомневайся. Но внутри, знаешь, страшок, вот как сказать маленький страшок? Страхуёк? Нет. Извините. Страшничок, вот так давайте называть, да? Что, а вдруг это просто сказку, которую я придумал? Он же уже обжигался, и он не хочет расплачиваться опять за свои вот эти розовые очки. Поэтому он медлит. Прошлый опыт, он болит. Нет, ни в коем случае он там бывшую не любит, ничего такого нет. У него туз жезлов к тебе пылает. Но проблема, что бывшая, как говорится, оставила огромную рану у него на душе. Что мешает подтолкнуть его к более ясному и смелому решению? Ну, знаешь, тут ключ — это твоя вот эта, как сказать, земная надежная энергия. Если он поймет, что ты не только в облаках витаешь, да, там в мечтах, но ты и готова здраво обсуждать вот эти совместные планы. Не просто, да, там я хочу тебя в ЗАГС отвезти, чтобы у нас были печати. Нет. Он хочет, вот чтобы ты, как сказать, думала с ним про финансы, да, про быт, про обязанности, вот это все земное. Тогда он почувствует твердую почву. Когда ты покажешь, что ты умеешь не только говорить о чувствах, да, но и строить реальную жизнь. И это, конечно, снимет его страх. Понимаешь, он просто думает сейчас, что ты просто в облаках витаешь. И ему страшненько. А когда ты приземлишься, что будет? И он хочет, что ты вот, как сказать, увидеть, что ты серьезно подходишь к деталям вот этим бытовым. Именно бытовым, то есть приземленным. Королева Пентаклей, королева Земли. Понимаешь? Ну, я тебе лично совет дам, да? Просто вот обсуди, как мы будем жить, да? Кто где спать, кто где носки раскидывать и так далее. То есть, знаешь, вот не просто там «я люблю, достану тебе звезду с неба», а я тебе буду варить борщ, когда мы сходим в ЗАГС, а потом после ЗАГСа нет борща. Вот, именно земные, приземленные вещи обсуди. Про носки, про то, что, как сказать, кто посуду моет или очередность посудомоечная, да? То есть земное, приземленное. Это его подтолкнет к более ясному решению. Понимаешь? То есть не вот это все воздушное, а именно земное. Как лучше себя вести, да, чтобы его решение было не в минус вашим отношениям, а в плюс? Не торопись. Рыцарь Пентаклей — это у нас тягомотина, да? Ну, я не знаю, как сказать. Давайте я не буду слов подбирать. Я буду говорить с вами, как я привык. Потому что мне под каждым раскладом одна женщина все указывала, как правильно говорить. Не сейчасшнее, а нынешнее. И так далее. Нетушки. Я не по-русски с вами разговариваю. Это дедовский язык. И в дедовском языке есть еёное, ихнее, сейчасшнее и так далее. Поэтому добро пожаловать. Новый язык изобрели. Так вот, рыцарь Пентаклей — это тягомотина.
Вот, то есть покажи ему, что ты не торопишься. Последовательность покажи. Если, например, начнешь сыпать ему на голову вот этими: а когда поженимся, а когда переедем, а где кольцо, а когда кольцо, а почему кольцо, да? А почему кольцо? То есть и вот это его напугает еще больше. Зато если ты продемонстрируешь вот эту спокойную готовность двигаться вперед маленькими шажками, да, он почувствует надежность, он почувствует уверенность, что нет на него давления. В проживании арканов тебе обязательно нужно. Приходи, и знаешь, вот в проживании арканов девочки учатся не торопиться. Многие осознают, в чем была проблема там с бывшими. Потому что вот когда ты просто расклад смотришь, не самореализуешься, не самопознаешься, то какой тебе мужик? Такой же, как и был. Поэтому приходи обязательно, и ты поймешь, что вот мужика не нужно спугнуть. Ты станешь истинным пиратом. Понимаешь, рыцарь Пентакли, он про вот это неспешное, но стабильно. То есть, знаешь, вот на другой моей колоде, на Таро Деда, кстати, вы видели то, что написано на английском «деад». Поэтому и дед. Я знаю, не нужно мне писать, что измени, потому что это мертвец означает. Вы персонажа деда-то видели? Вот. То есть, знаешь, там вот на той колоде, да, на Таро Деда, там на верблюде медленно по пустыне едет этот, как его, оборотень. Медленно, но, как сказать, но, но идет. Не останавливается, понимаешь? И поэтому будь готова помогать ему вот видеть конкретную пользу совместных действий. Например, там, планирую какие-то скромные общие покупки, да? Сразу не говори, мы с тобой купим огромный там джип, да, и будем с тобой рассекать. Это его испугает. Или там, мы с тобой там будем копить на квартиру. Нет, начни с мелкого. Например, сначала начни про времяпровождение, планирование. Финансовое я имею в виду, потому что у нас приземленное нужно с ним обсуждать. Как развиваться вместе будете, но без фанатизма. Понимаешь? Так он поймет, что ты не просто вот ради лишь бы был, а потом остыть, да? А реально то, что ты создаешь почву для отношений. Потому что ему важно видеть реальный прогресс, а не вот эти вот спонтанные «давай срочно». Понимаешь? Скажешь «давай срочно жить, начнем вместе», он испугается, у тебя исчезнет. По семерке мечей, чем в итоге обернется его решение, к чему вы вообще придете. Честными будем, да? Он решит, может пойти дальше, но периодически у него будет привычка таить вот эти сомнения. Пойти с тобой дальше, я имею в виду, не от тебя. То есть он будет умалчивать, что боится. А это страх, что ты его там осудишь. И это будет создавать, знаешь, время от времени, напряженные такие моменты между вами. Если вы не научитесь, как сказать, ротом говорить. Все на чистоту. Понимаешь? Потому что риск обмана вот этого недомолвок, он сохраняется. Потому что рана слишком глубокая. То есть он может тебе кивать, да, гривой, так скажем, медленно идти, но все равно рана будет болеть первое время. Понимаешь? И его выбор, он может быть в том, чтобы попробовать жить вместе, да, перейти на новый уровень, но при этом он не расскажет тебе про свои страхи. И ты будешь сталкиваться вот с этими, как сказать, вспышки ревности. Или какие-то сомнения в тебе. Потому что рана болит.
Понимаешь? Он пойдет на углубление отношений, если вот выстроишь все так, как я сказал. Но вам обоим надо понимать, что откровенность — это ключ. Иначе, как говорится, семерка мечей породит и обиды на пустом месте, потому что вы не говорите о своих волнениях, и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому только правда между друг другом. Изначально посей, если у вас отношения только начинаются, зернышко правды. Понимаешь? Потихонечку говори то, что «а я вот никогда не вру». Давайте перейдем ко второму варианту. У двоечек, как обычно, да? Сюси-пуси. Первая карта — это что сейчас между вами. И у вас сюси-пуси, нежнятина, где ты вот между вами сейчас ты ощущаешь, что он на тебя смотрит вот с теплом. Но одновременно он как будто держит маленькую дистанцию, стараясь не показывать все и сразу. Понимаешь? Вы немножко завяли в недосказанных эмоциях. Между вами все тепло, все хорошо, но недосказанность есть. Он заботливый, ласковый, может тебе чаечек принести, да? Интересуется, как день прошел, но у тебя внутри зреет ощущение вот, а дальше-то что? И при этом, при всем нет у вас конфликтов, обид и так далее. Скорее, знаешь, у вас приятная близость, которая нуждается вот в определении. У вас любовь, все нормально, но только не определены оба. И ты ловишь себя на мысли, что вам обоим комфортно, но хочется выяснить, куда вообще мы движемся. У вас очень резкое переплетение с первым вариантом. Будущее у вас нежность нежная, а ясности не хватает. А вот белая карта — это дополнительная карта в моей колоде. Какая дилемма крутится в его голове, да, когда он думает о будущем с тобой? Ну, у него искреннее желание с тобой отношения строить. Настоящие. Но он не знает, с чего начать. Вот в первом варианте у него страх из-за прошлого, у этого нет этого страха, но он не знает, как начать. Понимаешь? Он просто в растерянности. С одной стороны, он всерьез прям хочет с тобой рядом быть, в ЗАГС, борщи твои кушать, как бы ты их не готовила вкусно, да? Но он не уверен, готов ли он уже сейчас перейти вот на следующий этап. Ну, там, вместе жить, предложение руки и сердца и так далее. Он чувствует, что с тобой все по-другому и не хочет потерять, тебя. Но, знаешь, он видит много вот этих «а что если?» и боится, что у него не хватит смелости дойти до того, что он себе придумал. Его сейчас дилемма — это решить, вот, готов ли он к большому рывку, да, в новую жизнь. Потому что он понимает, что с тобой придется вот строить все на белом листе бумаги. Без там привычек старых, без отговорок, придется носки убирать. И вот эта ответственность и новый уровень, которого он хочет, но он немножечко побаивается, понимаешь? Какой страх или старая боль заставляют его тормозить перед решением? Ну, потому что он рвался уже вперед так. Вел все к быстрому вот этому сближению между собой и той женщиной. Понимаешь? Но он мчался, и в итоге все рухнуло. То есть он, как сказать вот это слово-то, форсаж, он форсировал события.
Быстро переехал к ней или она к нему, быстро предложил там совместные какие-то бытовые планы, а потом оказался не готов к последствиям. И теперь он переживает, что вот если снова в колесницу, так скажем, сядет, да, разгонится, то он опять потерпит аварию. Понимаешь? И он чувствует вот этот внутренний драйв быть с тобой, да, основательно корни пустить в тебя. Но внутренний тормоз не дает ему надавить на газ. Ему или лень, или страшно лечить вот эти последствия, да? Если все пойдет, как говорится, через борьбу, через столкновение характеров, через вот эти притирки, и у него сейчас, и у него сейчас вот в голове проще ехать плавно, да, чем влететь на полной скорости в тебя. Потому что боится, что отношения треснут. И в итоге вот так вот. Паш мечей — это что может подтолкнуть его к более ясному и смелому решению? Разговор по душам, где прямо прояснить нужно все недомолвки, и это будет, как сказать, решающую роль сыграет. Паш мечей прямо поговорить, но без нажимов, конечно же. Если ты задашь ему конкретные вопросы, без вот этих обидников, да, он поймет, что у него нет пути увиливать. Понимаешь? Именно твоя вот эта любознательность, желание увидеть правду, и это все заставит его раскрыться. Ничего другого. Не надо ходить вокруг да около, просто спроси в лоб прям, как он видит ваше будущее, чего боится, что для него важно. Поначалу он, конечно, спрячется, потому что он привык все внутри держать, но он увидит, что ты не враг, а реально хочешь, разобраться, к чему вы идете. И это подстегнет его к четкому ответу. Понимаешь, ему нужно почувствовать, что ты не собираешься там осуждать, а просто ты хочешь ясности. И тогда он просто без боязни тебе все расскажет, выложит и так далее. Понимаешь? Он боится давления от тебя. 8 пентаклей — это как лучше вести себя, чтобы его решение было не в минус, а в плюс. Для тебя. Рабочий настрой в отношениях. Это, знаешь, по-другому скажу. Покажи, что ты готова вместе прорабатывать любые там страхи, сложности и так далее, а не ждать идеального героя без изъяна. Если он увидит, что ты терпеливо и упорно строишь фундамент вместе с ним, да, на равных, без истерик, без ультиматумов, ему станет проще сделать выбор в пользу более серьезной связи. Понимаешь? Покажи, что ты не бросишь все при первых проблемах, что у тебя есть выдержка, вот это, шаг за шагом отношения строить и укреплять. Можно вместе там бытовые штуки какие-то решить, да? Там распределить, кто моет посуду, кто полы, кто пыль вытирает, расходы обсудить. Понимаешь? Пусть он поймет, что ты не ждешь мгновенного чуда, что ты готова вкладываться тоже, как и он. Понимаешь? А не будешь там требовать быстрых свершений каких-то и так далее. И это запустит ваши нормальные отношения, а не страх провала. Понимаешь? Поэтому спокойный, трудолюбивый подход на равных. Это ваш ключик к вашему счастью. Чем в итоге обернется его решение, к чему вы придете, да? Серьезный сдвиг. Он осознает, насколько глубоко хочет с тобой быть. Старая его оборона полностью рухнет. И это не расставание, потому что у нас до этого мы видим, да, какие карты. То есть его оборона рухнет. Вместе с этими стенами и часть привычного комфорта рассыпется. Потому что придется резко менять образ жизни как тебе, так и ему. А это или смена места жительства, да, переосмысление вообще, то, что между вами. То есть все под корень, что сейчас оно рухнет.
Он выберет остаться, вот, как говорится, на чистой основе, чтобы строить все с нуля. Понимаешь? Привычный ваш уклад, он полностью разрушится. И это будет непросто. Будут моменты, когда вот будет казаться, что все вот это вверх дном. Но это вы рвете со старыми схемами вашей жизни, которые мешали двигаться вперед. Башня пугающая, да, но на самом деле она про то, что нужно все сломать ветхое и построить новое, если вы оба готовы к переменам. Понимаешь? И после вот этого потрясения придет более честный и свободный формат отношений, без старых вот этих стен, тайн и так далее. Понимаешь? Но страх перед крушением, перед башней, он всплывет. Поэтому главное вместе держаться, чтобы эта башня не рассыпалась, как ваши отношения. Вот, как сказать по-другому, что-то я жестко сказал, больно. То есть, если будешь торопить, истерить и так далее, то башня это он просто исчезнет, вы расстанетесь. Больше трактовать никак. Но ты у меня юный пират, поэтому я знаю, что башня это разрушение старых устоев, потому что он будет носки раскидывать. Вот посмотри за стиральной машинкой, там лежат его носки. Вот обрати внимание на это, если вы только-только начали встречаться. Так, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, что сейчас между вами? Ну, между вами, знаешь, такой период, когда вы оба как будто устали от вот этих всех конфликтов и пытаетесь вести себя просто спокойнее. То есть вы решили не ворошить там старые обиды, пытаетесь двигаться дальше, но при этом чувствуете, что друг от друга немного отстранены. Он ссор не хочет, ты тоже не хочешь. Но внутри такое ощущение, да, как вот сказать, а чего мы бежим, может, поговорить, сесть? Вот примерно вот так. А вы сделали вид, что все хорошо, хотя вопросы остались. Но времени на ссор уже нет. Вы просто вымотались этими ссорами. В целом, да, стало проще. Исчезло вот это напряжение, да, подковырки. Я не знаю, какое другое слово сказать. Да вот такие вот штучки, которые подковырки. Но при этом нет вот этой душевной близости, которая раньше была. И кажется, что вы оба не знаете, да, как вернуть вот это тепло, чтобы не скатиться в эти старые обиды, конфликты и так далее. И теперь ваше общение, оно как будто, знаешь, вот на нейтральной волне. Вы пытаетесь понять, что дальше, но стараетесь больные места друг у друга не трогать. Понимаешь? Это ситуация как затишье сейчас, в котором вы оба оглядываетесь, но пока не решили там делиться с мыслями и плывете пока без лишних слов. Какая дилемма крутится в его голове? Смотри, у него романтический настрой в отношении тебя. Но он не уверен, вот знаешь, стоит ли переводить все вот в это более серьезное русло. С одной стороны, он хочет тебе показывать чувства свои, да, быть для тебя рыцарем, который приносит радость и поддержку. А с другой стороны, в глубине души он сомневается, готов ли он вообще брать на себя обязательства и вообще двигаться к чему-то серьезному. Потому что он думает, что я вот тянусь к ней, да, но смогу ли я сохранять вот эту любовь, когда сейчас у нас вон чего творится? А когда все будет официально, мне будет сложнее. Просто так не уйдешь.
И ему хочется, чтобы все продолжалось, да, вот в красивом, добром ключе. Но он боится, что вот при серьезном шаге он просто потеряется. Потеряется все то, что есть у вас. Понимаешь? И вот эта дилемма крутится у него. Включиться, как говорится, на полную или остаться в просто приятном. Какой страх или старая боль заставляет его тормозить? Ну, где отношения превращались в драку. Упреки, выяснения, конкуренция за лидерство и тогда и тому подобное, и так далее, и тому подобное. И это он уже все прожил. Ему надоело чувствовать, что вот любовь — это поле битвы. Особенно если вместе живут, да? И поэтому теперь вот, когда речь заходит про вот глубокий более союз, да, то он просто напрягается сразу. А вдруг опять все ведется там к спорам, кто главнее, у кого пульт от телевизора, кто мусор выкидывает и так далее и тому подобное. Понимаешь? Он в прошлом тратил очень много сил на вот эту борьбу. Понимаешь? Доказательство своей правоты. И сейчас он просто боится, что если вы на новый уровень перейдете, то начнутся опять вот эти мелкие стычки, претензии, и которые просто убьют всю теплоту. И этот страх, он держит его на месте, хотя чувство к тебе у него есть. Но знаешь, он просто не хочет погружаться в этот конфликтный сценарий. И это заставляет его медлить, конечно же. Что может подтолкнуть его к более ясному решению? Дружеские разговоры с тобой. Тройка кубков, карта друзей. Стань ему другом. Понимаешь? Вместе сходите куда-то там с общими друзьями, устройте там какой-то праздник веселый, да, среди друзей, где все вообще неофициально, а вот ему нужно показать легкость дружбы, то, что ты ему друг, а не враг, понимаешь? То есть ты ему не только, как сказать, вот этот партнер для компота, да, а то, что ты ему друг, лучший друг. И когда он почувствует, что отношения — это не только там быт, ссоры, носки за тебя ругают за носки раскиданные, но это еще и радость совместной жизни. Понимаешь? То он, конечно же, двинется вперед. Стань ему другом. Не девушкой его, не женщиной его, не женой, а другом. Понимаешь? Здесь вот у вас важна вот эта общая радость, без давления. Пусть он видит, что вы вместе можете и веселиться, и поддерживать друг друга, а не просто там спорить и прочее, прочее. Поэтому дружеские прогулки, дружеские встречи с друзьями, да, с общими. Чай попейте, сходите в кафе, вот дай ему послушать расклад этот, и вот я тебе говорю, мужчина еешний, сходите с ней, покушайте тортик в какое-нибудь кафе. Как друзья, вот без вот этих скатываний в споры и прочее, прочее. И все вот это даст ему ощущение, что вы вместе только приумножаете хорошее настроение. И тогда он подумает, да, я хочу еще больше. Если она так дружит, то как будет классно, когда мы вместе начнем жить. Мне так хочется добавить, так ты и обманешь его, но не буду так говорить. Так, давай посмотрим, как лучше тебе себя вести, да, чтобы его решение было плюс в тебе. Туз Пентаклей — это все понятно, да? Ты видишь в нем не просто там героя романтического романа, да, но и человека, с которым, как сказать, можно строить жизнь. То есть практически строить, а не просто мы с тобой, я и ты, так похожи на цветы, да? А вот реально вы взаимодействуете в будущем.
кто за что отвечает, кто решает какие мелкие задачи. То есть продемонстрируй, что ты не только красивых слов хочешь, но ты готова прикладывать усилия, чтобы у вас была крепкая семья. Понимаешь? Поддержи его там в его работе в какой-то, да, помоги советом, просто будь рядом, когда ему нужно там, как сказать, когда вот все из рук валится. Когда он увидит, что ты не витаешь в облаках с романтическими розовыми очками, а реально способна делать вклад в общий фундамент, то его сомнения отступят. Понимаешь? Не нужно вот «я девочка, давай мне деньги». Нет, вы должны их зарабатывать вместе. Вы должны развиваться вместе, не боясь, что все будет только на словах, да? А то пообещаешь ему борщ. Но мы-то знаем, да, то, что ты, раз меня смотришь, что ты вкусно борщи готовишь. Поэтому дай ему попробовать свой борщ. Чем в итоге все обернется, туз кубков? Полна чаша. Полна чаша. Тут мне не нужно трактовать вообще. Если он, то есть, примет решение в пользу развития отношений, то полна чаша. Вы прям, как сказать, идеальная семья, где чувства сильнее раскрываются, потому что больше не нужно ничего бояться, там, что все рассыпется. Он решит дать старт тому, чтобы не просто встречаться, а реально в ЗАГС тебя повести, несмотря на то, что ты ему каждый день только борщик готовишь, да? То есть это общие планы, совместное жилье, четкое понимание, чего вы хотите в полном смысле этого слова. Вы оба идете в полную чашу. То есть это будет очень приятный этап. Вы на одной волне вдохновения, вот это. Ему понравится новая глубина ваших отношений, да? А тебе станет ясно, что он там не шарахается уже от серьезных тем. Понимаешь? Ну, конечно, в будущем нужно будет этот импульс поддерживать, чтобы не утонуть в быту. Но начало, оно будет ярким. С настоящим вот этим приливом чувств. Понимаешь? Все будет хорошо. Обязательно приходи в проживание арканов и прорабатывай все затыки. И помни, что дед всегда рядом.